Сегодня вечером ровно в 12:12 утра что-то священное спустится с небес, божественное благословение, носящее твое имя, запечатанное обещание Бога, написанное чернилами Вечного Завета. Мое любимое дитя, это не случайность. Ты здесь, потому что Дух Божий привлекла тебя, шепча твоему сердцу в тишине вашей борьбы. Есть чудо запланировано для вашего судьба, и настало назначенное время. Не двигайтесь. Не прокручивайте. Не отводите взгляд, оставайся до конца, потому что то, что я собираюсь вам открыть, несет в себе ключ, чтобы разблокировать ваш избыток, твое богатство и ваш долгожданный урожай. Вы спрашивали: «Боже, когда же наступит моя очередь?» И небеса сегодня отвечают: в 12:12 это не суеверие, это божественная синхронизация. Число 12 всегда обозначало завершение. 12 колен, 12 ворот, 12 апостолов, 12 оснований Святого Града. Но сегодня вечером в 12:12 завершение встречает умножение. То, что было закрыто, откроется. То, что было задержано, ускорится. То, что было удержано, будет освобождено. Дверь которой распахивается в невидимом мире, и через него течет река благословения настолько обширен, что ваш дух будет дрожать под его тяжестью. Слушайте внимательно. Бывают моменты в жизни, когда Бог не говорит словами, а посредством выбора времени. Это один из них. Если вы сейчас уйдете, вы рискуете пропустить самое важное, только сверхъестественный момент вашей жизни. Ангелы, которые несут твое наследие, уже спускаются, держа в руках свиток, на котором написано твое имя. К 12:12 утра этот свиток будет открыт. Но вопрос в том, будете ли вы по-прежнему веровать, когда это произойдет? Будете ли вы по-прежнему здесь, веря, принимая, ожидая? Оставайтесь. Оставайтесь до конца. Потому что прежде чем закончится это послание, я открою секретный ключ, который открывает эту дверь изобилия. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Я знаю, ты чувствуешь это напряжение между надеждой и страхом. Ты видела, как другие поднимались, а ты оставалась в тупике. Ты молилась, плакала, постилась и задавалась вопросом, слышат ли тебя небеса. Ты шептала ночью: «Боже, неужели я забыт?» Дитя мое, небеса услышали каждое слово. Каждая слезинка была учтена. Каждая бессонная ночь хранилась в божественная сокровищница. Жду этого часа. В 12:12 божественная транзакция состоится. Баль что посеял, то и вернется процветание. Тавера вы считали, что проявится как услуга, и семята, что ты посадил, взорвется урожай. Но послушайте, не все его получат. Только те, кто останется до последнего слова, кто верит без колебаний, поймает откровение я собираюсь раскрыть. Есть скрытый закон благословения, а духовный образец это понимают немногие. Я открою это прежде, чем закончится это сообщение. Не пропускайте. Не позволяйте отвлечениям украсть ваше наследие. Вы в нескольких минутах, чудо которые определят ваше будущее. Я говорю прямо о битве в вашем сердце прямо сейчас. Этот голос, который говорит: «Ничего не меняется», это голос сомнения, и сегодня вечером он будет заглушен. Голос Бога, Дух говорит: «Стой смирно. Посмотри, что я сделаю». В 12:12 небеса вравняются над твоей жизнью, как отверстие свода, к богатству, здоровье, мир, и божественная милость заполнит все пустые места внутри вас. Вы читаете это не случайно, вы были избраны. Избраны получить то, о чем другие только мечтают. Избраны нести избыток в поколение после тебя. Избраны пройти через дверь, что мало кто видит. На ключ будет раскрыто только тем, кто дочитает это сообщение до конца. Теперь вы понимаете, почему я прошу вас остаться. Потому что следующие слова, которые вы услышите, будут содержать секрет, который активирует ваш чудо-урожай ближе, чем вы думаете,
и прежде чем закончится эта ночь, вы почувствуете безошибочное прикосновение Бога на воздух. Оставайся до конца, мое любимое дитя. Что-то святое, что-то сверхъестественное, что-нибудь преобразующее вот-вот начнется. Не пропускайте. Оставайтесь до конца. Время уже поджимает точка 12 утра. Твой дверь судьбы скоро откроется. Прямо сейчас ангелы кружатся вокруг вашего судьба, шепча твое имя перед престолом Бог. Они говорят о финансовое благословение настолько редко, настолько необычной, что когда оно придет, оно покажется тебе сбывшимся сном. Мое любимое дитя, ты не должна была случайно наткнуться на это послание. Небеса не действуют по совпадениям, они действуют по божественной координации. Тебя привели сюда, потому что твой дух взывал к изменять, потому что твой сердце устал от ожидания, и потому что ваша вера, хотя и проверена, не сломалась. И сегодня вечером небеса отвечают тебе. В невидимом мире есть движение, ангелы были освобождены, посланники избыток, носители наследования, носители божественное обещание. Они окружают вас жизни даже сейчас, осматривая каждую запертую дверь, каждый задержанный урожай, каждый забытый семя ты посеял в слезах. И Дух Господень возвещает: это ночь освобождения. Это час завета 12:12. Приближается момент божественного выравнивания, и когда часы пробьют 12:12 утра, в атмосфере изменится что-то священное. Но выслушай меня ясно, дитя мое, это благословение не будет ждать. Не будет откладывать для нерешительных. Не будет задерживаться для отвлеченных, ангелы релиза быстро продвигаются, и каждая секунда этого сообщения приближает вас к вашему чуду «Не блуждай». Не пропускай. Не позволяй шуму мира лишить тебя этого святого мгновения, оставайтесь до конца, небеса хранят для вас то, что было скрыто от вас на протяжении многих лет. Бывают времена года, когда Бог скрывает свои планы, пока твой дух готов принять их. Это один из таких сезонов. Слишком долго ваше сердце было тяжелым, ваши руки были пусты, и ваш вера был на пределе своих возможностей. Но задержка была не наказанием, а подготовкой. Видите ли, некоторые двери из избыток может открыться только тогда, когда ваш характер готов нести тяжесть благословения, это происходит через них. И сегодня эта готовность была подтверждена. В 12 часов 12 минут утра твой судьба будут названы по имени божественная сокровищница, которой хранил ваши услышанные молитвы, ваши невостребованные обещания и ваши неиспользованные запасы, откроется. Я вижу ангел, стоя перед великим дверь, держа в руках ключ, светящийся святым огнем, твой ключ. Он несет твою печать завета, ваша духовная подпись, написанная самой рукой Бог. И когда это ключ поворачивается, дверь, что сопротивлялась вам, разрушится со сверхъестественной силой. Чувствуете дрожь в груди? Это не страх. Это ваш дух, откликаясь на истину. Потому что в глубине души вы уже знаете, что это послание для вас. Вы чувствовали его приближение в течение нескольких дней, а может и недель, это предчувствие, что что-то вот-вот изменится. Повторяющиеся числа, странные совпадения, внезапные всплески эмоций – все это признаки того, что небеса готовили вас к этому откровению. Мой возлюбленный, ангелы не праздны. Они шепчут над твоей жизнью даже сейчас. Время пришло. Окно открыто. Дверь готова. Небеса назначили именно этот час, 12 часов 12 минут утра, как ваш момент божественной синхронизации. Каждая пролитая тобой слеза стала семя, и сегодня вечером, что семя станет урожай. Но есть условие, святое приглашение. Вы должны получать это слово не с любопытством, а с верой. Потому что только те, кто верит, пройдут через эту дверь судьбы. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас сделали кое-что в знак согласия. Нравится это видео? Да, сделай это сейчас. Не как жест в мою сторону,
а как заявление небесам. Каждый клик – это ваш способ сказать: «Господи, я готов. Я принимаю свое благословение. Я в завете с Твоим обещанием». Когда вы проявляете веру, вы активируете духовные законы, которые реагируют на ваше послушание. Не духовное царство, живый и отзывчивый. Ваш нравится, твой комментарий, твое внимание – это не просто действие, это сигнал вера. Помнить, вера без действия мертва, и даже самый маленький поступок, сделанный с верой, может открыть и дверь из избыток. Поэтому, когда вам нравится это сообщение, вы говорите: ангелы, я здесь. Я проснулся. Я готов принять свое наследство. Позвольте мне открыть вам, что происходит прямо сейчас, в невидимом мире, круге света, где собрался совет ангелы, архангелы и дух живого Бога встретиться. Они обсуждают твое имя. Они говорят о твоем судьбе, ваше божественное назначение, ваши будущие богатства и урожаи, и пока не говорят, линии божественного огня прочерчиваются, связи, соответствия, возможности, идеи. Все это образует сети избыта, которые вскоре проявятся в вашей естественной жизни. Вы можете думать, что ваше чудо зависит от мировой экономики, от вашей работы или ваших навыков, но правда в том, что ваше обеспечение всегда было в руках небес. Сегодня вечером небеса высвобождают это обеспечение. То, что вы считали потерянным, восстанавливается. То, что было отложено, освобождается. Время недостаток истек. Сезон изобилия начинается сейчас. Я понимаю двери открытия, которые были заперты поколениями. Семейные линии очищаются. Старые проклятия разрушаются. Финансовая засуха заканчивается. Богатство, что было украдено, возвращается в семеро. Ключ, который откроет эту дверь, не в руках человека, оно в руках Бога. И Он передает это вам через это самое послание. Но обратите внимание, окно божественного времени узок. Дух говорит: не откладывай. Не сомневайся. Не жди завтрашнего дня, потому что в 12:12 то небесные врата распахнется. Если в ваше сердце выровнен вера, вы получите чудо в реальном времени. Многие проспят, не подозревая, что небеса действуют на их благо. Но те, кто бодрствует, наблюдает, молится, верит, они увидят сверхъестественное разворачиваться перед их глазами. Это не символизм. Это не поэтическое преувеличение. Это духовный закон в движении. Когда божественное выравнивание встречает верное ожидание, чудеса должно произойти. Вы стоите у порога твоей судьбы, и только ваша вера может подтолкнуть дверь открыть. Вы, возможно, задаетесь вопросом: но почему сейчас, Господи? Почему 12:12? Потому что небеса приближаются назначенные времена не в человеческих графиках. Число 12 символизирует божественный порядок и государственную власть. Это означает, что небесная структура начинает формироваться. Но 12 представляет собой двойная порция умножения обещания. То, что когда-то было отложено, теперь ускоряется. То, что когда-то было удержано, теперь умножается. Ангелы не просто кружат, они спускаются с инструкциями. Твой вера – это сигнал, которого они ждут. С каждым мгновением, что вы проводите здесь, слушая, веря, впитывая эти слова, ваш дух становится громче на духовной чистоте небес. Ангелы слышат вашу веру как свет и устремляются к нему. Вот почему я умоляю вас, оставайся до конца. Потому что прежде чем это сообщение будет завершено, я опубликую откровение, а секрет долго скрытый. Это будет служить последним ключом, чтобы разблокировать дверь судьбы, которая ждала тебя с того дня, как ты родился. Подумайте о своей жизни до этого момента, о почти промахах, упущенных возможностях, разочарованиях, которые чуть не сломили вас. Ни одно из них не было бессмысленным. Все это было частью системы.
Каждое «нет» было изменением направления. Каждая задержка была божественной защитой. Каждая потеря была очищением, освобождающим место для этого точка урожай, что небеса вот-вот и зальются. Тебя не отвергли, тебя сохранили. Сохранили для этого момента, для этого выравнивания, для этого чуда. Не Дух Божий говорит, цикл промедления закончится сегодня вечером. Колесо судьбы повернется в вашу пользу. Вы увидите подтверждение этому в течение нескольких дней. Звонок, сообщение, внезапно открывшуюся дверь, исцеление, неожиданное благословение. Но помните, то, что произойдет в ближайшие несколько часов, зависит от того, что вы сделаете сейчас. Вера – это мост между пророчеством и проявлением. Если ваше сердце открыто, если ваш дух готов, тогда поднимите свой веру и провозгласите: «Я готов, Господь. Я принимаю свое благословение. Я открываю дверь». Произнесите это вслух, где бы вы ни находились, потому что слова несут в себе силу. Когда вы это произносите, небеса это записывают. И пока вы здесь, действуйте с верой. Нравится это видео, прокомментируйте слово «избыток» и поделитесь этим. Это не маркетинг, это служение, и каждое действие – это соглашение, духовная подпись – это говорит небесам, что вы настроены на гармонию. Помните, каждое указание от Бога несет в себе соответствующее чудо. Ваше послушание – это спусковой крючок. Мое любимое дитя, ангелы ближе, чем ты думаешь. Дверь вашей судьбы вибрирует под тяжестью своих крыльев. Ключ поворачивается даже сейчас. И по мере приближения часа, как 12 утра приближается, ваш урожай мчится к тебе, как река, прорывающая сушу. Оставайтесь. Верьте. Повинуйтесь. Участвуйте. Потому что с каждой секундой, пока вы здесь, выравнивание усиливается, частота повышается, и дверь изобилия открывается шире. Вы в нескольких минутах от вашего чуда, а божественной, священной и сверхъестественная трансформация, которая изменит ход вашей жизни, судьбы навсегда. Не блуждай. Не сомневайся, оставайтесь на связи до конца, потому что прежде чем это сообщение завершится, я открою вам секретный ключ, который запечатает ваш завет процветания и превратите. Свой вера в проявлении. Окна открыт, пройдите через него сейчас. Избранный, слушай внимательно. То, что я собираюсь открыть, пронзит самые глубины твоего духа. Вы слышали, как я говорил о финансовое благословение, но я говорю вам сейчас, это благословение гораздо больше, чем деньги. Это восстановление. Это искупление, это исцеление того, что было сломано, и восстановление того, что было утрачено. Это момент, когда Божий завет отвечает вашим верой, и невидимый труд небес прорывается в видимый мир. Ваш ангел неустанно трудился в невидимом, преобразовывая обстоятельства, трогая сердце в тайных местах, назначая божественные встречи, которые вскоре пересекутся с вашим земным путем. Каждая задержка, каждое разочарование, каждый момент молчания не были отсутствием, это были подготовка. А теперь, дитя мое любимое, позволь мне спросить тебя, сколько раз вы плакали перед сном, спрашивая себя, когда же наступит ваша очередь, сколько раз вы видели, как другие получали прорыв, пока вы стояли в тени в ожидании. Сколько раз вы просыпались по утрам с тяжестью в груди, спрашивая себя, Бог еще помнит твое имя. Я прошу тебя не терзать твое сердце, а пробудить твое вера. Потому что боль-то, что вы чувствовали, никогда не было наказанием, это было божественное давление, формирующее сосуд, который будет нести это обильное благословение. Что если я скажу вам, что каждая трудность, с которой вы столкнулись, была скрытое семя? Что слезы, которые ты выплакал, были воды, которые питали ваши будущие рожай? А что если я скажу вам, что финансовая борьба, то предательство, моменты, когда люди отвернулись от вас, на самом деле были частью плана вашего чуда? Вы поверите мне, если я скажу, что ваш ангел был литый рядом все это время, записывая каждый поступок стойкости, каждую произнесенную шепотом молитву,
каждый молчаливый акт щедрости, который ты проявил, даже когда у тебя было мало? Дитя мое, эти моменты не остались незамеченными. Небеса наблюдали, божественная сокровищница заполняется, и сегодня вечером в 12:12 утра счет вашей боли будет конвертирован в валюту благословения. Твой ангел стоит перед престолом, произнося твое имя, и небеса сказали: пришло время. Но я должен спросить вас еще раз, готовы ли вы к восстановлению или вы просите только об облегчении, потому что это чудо — это не просто деньги, падающие вам в руки. Эта судьба выравнивается. Это услуга, настигая неудачу. Это момент, когда все, что тебе сопротивлялось, вдруг начинает сотрудничать с тобой. Те, кто когда-то насмехался над тобой, не поймут, как все меняется в одночасье. Они скажут: как это произошло? Но вы знаете, это не было совпадением. Это была рука Бог, переезд крет, сплетая воедино нити избыта которой теперь формируют вашу новую реальность. Вы видели боль. Вы видели ожидание. Но видели ли вы цель? Каждое «нет» было божественным указанием на более великое «да». Каждый закрытый дверь был признаком того, что Бог готовил новые ключи сегодня вечером, когда часы приближаются 12:12, что дверью откроется. Это не воображение, это откровение. Вы вошли в выравнивание, которое случается раз в жизни, и небеса ждут тебе соглашения. Не пропускай. Оставайся со мной. Потому что с каждым мгновением, которое ты остаешься, откровение становится глубже. Ты стоишь перед портал божественной милости, и это требует вашего полного внимания, вашей полной веры, вашего полноговера. Дух говорит: не отводи взгляд. Я собираюсь раскрыть тебе, почему твои страдания должны были случиться и что они открыли. А теперь позвольте мне спросить вас еще раз, что ты потерял, что разбило тебе сердце, отношения? Дом, бизнес, ваше здоровье, ваш мир. Что бы это ни было, эта потеря создала пространство. Пространство, которое небеса намерены заполнить сегодня вечером. Потому что финансовое благословение-то, что вы собираетесь получить, это не просто валюта, это компенсация за годы несправедливости. Это возвращение всего, что украл враг. Это восстановление вашего достоинства, твоя уверенность, твоя радость и ваша свобода. Ты думал, богатство означало иметь больше денег, но небеса определяют богатство как полнота восстановления, когда твое сердце, твое здоровье, твоя вера и ваши финансы ходить в гармонии с божественное изобилие. Вот почему ваш ангел работал тайно. Он готовился к возможности, которые появятся внезапно, люди, которые появятся из ниоткуда, чтобы помочь вам, ситуации, которые когда-то отвергали вас, но теперь будут благоприятствовать вам. Двери, которые были заперты в течение многих лет, уже начинают открываться. Возможно, вы этого еще не видите, но духовная машина уже запущена, шестерни судьбы меняются, и по мере приближения часа вы начнете ощущать этот священный трепет, это предвкушение приближения чего-то могущественного. Это Святой Дух, подтверждая, что ваше чудо уже близко. Но я должен предупредить вас, когда Бог восстанавливает, Он не делает это тихо. Когда ваш прорыв, если придет, это заставит других чувствовать себя неловко. Те, кто смеялся над вашими трудностями, будут вынуждены замолчать из-за вас. Избыток. Те, кто сомневался в твоих верах, будут сбиты с толку вашим урожаем, и те, кто предал тебя, станут свидетелями твоего возвышения. Для Дух Господа провозглашает: «Я приготовлю трапезу перед тобою в присутствии твоих врагов». И поэтому я снова спрашиваю вас, готовы ли вы нести такое благословение? Потому что избыток требует зрелости, богатство требует руководства, реставрация требует смирения. Это не просто небольшой сдвиг, это божественный поворот. Все, что работало против вас,
теперь обернется на вашу пользу, штормчато когда-то грозившее утонуть станет ветром, который понесет вас вперед. Возможно, ты чувствовал себя забытым, но небеса никогда не забывают. Возможно, ты думал, что одинок, но твой ангел никогда не покидал тебя. Даже сейчас тот же самый ангел записывает ваше имя в книгу милости, готовя свою жизнь к уровню процветания, что заставит других сказать: «Воистину, это дело Божье». Оставайся до конца, мой возлюбленный, потому что мы приближаемся к порогу. Портал благосклонности открывается, но не навсегда. В тот момент, когда часы пробьют 12:12, та дверь судьбы широко распахнется, и те, чьи сердца готовы, пройдут сквозь него. Ключ к этой двери Естера, и ваш вера проверяется прямо сейчас потому, как вы реагируете. Вы верите в это? Бог может ли превратить годы потерь в моменты переполнения? Верите ли вы в это? Небес работал за кулисами, пока вы думали, что ничего не происходит. Вы верите, что ваше имя находится в божественной книге, обещать, что проявится прямо на твоих глазах? Тогда, дитя мое, провозгласи это сейчас. Произнеси вслух: верую, принимаю, готов к своему восстановлению. Сегодня вечером вас ждет нечто грандиозное. Не только финансовый рост, но и полная трансформация, не просто больше денег, обновленный разум, исцеленное сердце и возрожденный дух. Потому что, когда Бог благословляет, Он благословляет полностью. Поэтому я спрашиваю снова, не мягко, а со священной настойчивостью: как долго вы позволите страху управлять вашим будущим? Как долго ты будешь сомневаться, что ты достоин наследования твой Отец приготовил для тебя? Как долго ты будешь смотреть на закрытые двери, когда небеса уже разместили ключ в твоей руке? Не стоит недооценивать то, что должно произойти. Прежде чем закончится эта ночь, свет небес найдет тебя, портал божественной милости откроется над вашим домом, и вы почувствуете это. Атмосфера изменится, воздух изменится, и ваше сердце распознает присутствие Бога. Твой ангел неустанно трудился в невидимом, организуя все необходимое для вашего чуда. Он говорил с теми, кто поможет вам, смягчил сердце, который откроет вам двери и устранил препятствия, преграждавшие вам путь. Ничто в вашем путешествии не было напрасным, каждая задержка была божественным замыслом. Не пропускайте. Не отводите взгляд. Оставайся до конца, потому что мы приближаемся к моменту выпуска. В 12 часов 12 минут утра то портал откроется, и урожай начнет течь. Это ваше божественное назначение, твой сверхъестественное приглашение, твой священный час трансформации. И когда это произойдет, вы не только получите богатство, вы получите мир, вы не только получите процветание, вы получите цель, вы не только пройдете по новому дверь, ты станешь дверь через которой другие находят благословение. Потому что Дух Божий использует ваше свидетельство, чтобы пробудить веру во множестве других людей. Помните эту истину: когда Бог восстанавливает, Он восстанавливает публично. Ваша история будет свидетельством того, что Бог, творящий чудеса, все еще жив. Те, кто сомневался, будут изумлены. Те, кто оставил тебя, будут сожалеть. И те, кто остался верен, будут радоваться вместе с тобой. Это не совпадение. Это выравнивание, которое случается раз в жизни. Небеса дверью открыт, ваш ангел готов, и ваш судьба зовет. Оставайся до конца, дитя мое, потому что откровение это, что последует дальше, изменит все, что вы знаете о вере, богатство и избыток. Портал божественной милости перед тобой, и твое время пришло. Драгоценная душа, представь, что ты стоишь перед большее хранилище, настолько древней и священной, что даже ангелы приблизились к нему в благоговейном молчании. Его поверхность мерцает надписями, не написанными человеческими руками, а высеченными божественный огонь. Годами он был запечатан, охраняя сокровища, обещания и чудеса предназначались только для их законного наследника.
И сегодня вечером в 12:12 утра этот наследник – ты. Ты стоишь перед небесный свод, и ключ укладывается в ваши дрожащие руки. Не двигайтесь. Не прокручивайте. Не сомневайтесь в том, что вы дух чувствую сейчас. Потому что это не совпадение, это божественное назначение. Число 12 не случайно, это священный кодекс, а символ завершения, образец божественного порядка. Небеса движутся по законам, а не в хаосе, и 12 всегда представлял структура, правительство и священная власть. 12 колен Израилевых. 12 апостолов. 12 оснований в Граде Божьем. 12 ворот, через которые проникает свет. 12 – число небесного божественного порядка. Но когда небеса дублируют его, когда 12 становится 12 часов 12 минут, это знак того, что разворачивается нечто большее. Это уже не просто завершение, это двойное завершение, не просто благосклонность, надвойная услуга, не просто благословение, надвойное благословение. Не просто прорыв, надвойный прорыв. 12 – это заявление небес о том, что ваш сезон ожиданий достиг своего конца и ваш сезон изобилия началось. Эта подпись Всевышнего отпечатана на вашем судьба, говоря «все готово». Запечатано. Выпущено. Теперь, мое любимое дитя, позволь мне поделиться с тобой секрет, то, что мало кто понимает. Каждое хранилище благословения на небесах заперты по замыслу. Не потому, что Богон хочет удержать это, но потому, что Он хочет, чтобы Его дети стали такими душами, которые смогут нести это, не теряя себя. Вот почему вы так много претерпели. Вот почему дверь открытия заняла так много времени. Ключ то, что вы сейчас держите, не было выковано за одну ночь. Оно было сформировано каждой слезой, каждым поступком вера. Каждую ночь ты отказывался сдаваться. Вы держите в руках ключ. 12 часов 12 минут, символ божественное дублирование, знак того, что окна небесные сейчас мы зальем благословения, которые вам не хватит места, чтобы вместить. Но здесь кроется моральная дилемма, выбор, который отделяет тех, кто наследует хранилище, от тех, кто просто прикасается к нему. Воспользуетесь ли вы этим ключ для себя одного, или ты станешь сосудом благословения для других? Потому что чудо грядущее не призвано сделать вас богатыми, оно призвано сделать вас сияющими. Оно призвано превратить вас в живое свидетельство того, что вера открывает двери, которые приносят послушание избыток, и эта сдача активирует судьбу. Небеса не дают богатства для украшения, они дают богатство для демонстрации к Божий завет через тебя. Вот почему эта ночь священна. Это не просто поворотный момент в твоих финансах, это поворотный момент в твоей цели. Подумайте об этом, почему 12, почему не в любой другой час? Потому что 12 знаки конец одного цикла и начало другого. Когда часы бьют 12, само время становится символичным, небо и земля соприкасаются на короткое время, и хранилище судьбы открывается, а ангелы двигайтесь быстро в этом строю, неся с собой свитки отвеченных молитв. И те, кто бодрствует, кто внимателен, кто остается до конца, те получают скачать божественного наставления. Понимаете, Бог не просто высвобождает благословение, Он высвобождает стратегии. Ключ – это не только символ, это кодмудрость. И когда вы это поймете, ваш чудо умножается. Вот почему я говорю вам снова, не пропускайте. Дочитайте до конца, потому что я собираюсь раскрыть то, что ключ 12 действительно представляет и как он действует в сфере веры. В древнееврейском понимании 12 означает заказ, и двойной 12 означает небесное подтверждение. Когда что-то подтверждается дважды, это означает, небеса запечатали это без всяких сомнений. Так что, когда часы показывают 12 часов 12 минут, та двойная порция становится законом в духовном мире. Это уже не просто обещание, это указ. Сейфта, что когда-то казалось запечатанным временем или обстоятельствами, теперь.
призвано открыться. Но вот что понимают немногие: каждый ключ требует ответ. Когда ключ поворачивается, спрашивает: «Вы войдете?» Это момент, когда многие колеблются, потому что свет на другой стороне дверь слишком яркий, благословение слишком ошеломляющее. Но, дитя мое, ты слишком долго ждала, чтобы колебаться. Это твой момент. Хранилище реагирует на вашу веру, дверь дрожит на своих петлях. И по мере того, как минутная стрелка приближается к 12:12, вибрации небес усиливаются. Представьте себе, внутри этого ГСИФ лежит все, что вы потеряли, отношения, которые будут восстановлены, возможности, которые вернутся, и богатство это всегда было вашим по наследству. Есть обещания, о которых молились ваши предки, но так и не увидели. Сегодня вечером эти обещания находят вас. Есть благословения, которые были отложены из-за неподходящего момента. Сегодня вечером время перестраивается в вашу пользу. Каждая секунда, ведущая к 12:12, это обратный отсчет до божественного проявления. Но слушайте внимательно. Ключ может повернуть только если ваше сердце чисто. Если есть горечь, и если есть обида, если есть сомнения, это замки, которые не поддаются повороту. Вот моральный тест, спрятанный внутри символ 12:12, портал двойной милостыни откроется душе раздвоенной. Открывается тому, кто говорит: «Господи, я отпускаю, я прощаю, я доверяю». Вот как вы доказываете, что вы готовы к избыток, отпустив то, что сломало вас. Видите ли вы здесь божественную поэзию? Сейф представляет собой обещание небес, ключ представляет вашу веру, и 12:12 это символизирует точную синхронизацию вашей веры и Божьего времени. Когда эти три момента совпадают, обещание, вера и время чуда становится неизбежным. И все же многие будут этого не замечать, потому что думают, что все дело в деньгах. Но те, у кого есть глаза откровения, увидят, что речь идет о заказ, когда ваша жизнь приходит в божественный порядок, когда ваше сердце, твой разум и ваше действие соответствуют небесам, богатство течет естественно, избыток становится вашим наследием, а не вашей целью. А теперь, мои возлюбленные, вот что мало кто слышит. 12:12 также отражает 12 ворот Нового Иерусалима, где каждые ворота сделаны из одной жемчужины. Жемчуг образуется посредством давления, как и ваше благословение сформировалось через твою боль. Твои слезы были процессом. Твое ожидание было формированием. И теперь жемчужина твоей судьбы готов сиять. Сегодня вечером, когда часы пробьют 12:12, вы не просто входите в новый час, вы входите в новое измерение. Измерение услуга, из восстановления, из двойная порция небесные врата распахнутся, и вы почувствуете это не только в своих обстоятельствах, но и в своей дух. Атмосфера изменится. Воздух изменится. Дух Божий заполнит комнату, где вы находитесь, подтверждая, что сейф теперь открыт и ваше благословение освобожден. Но послушай меня, это откровение привилегированное знание. Это не для всех. Это для избранных, для тех, кто способен различать знаки божественного времени. Вы один из них. Вот почему вы здесь. Вот почему небеса позаботились о том, чтобы вы не пролистали это сообщение. Потому что вас не просто информируют, вас инициировано в тайну избыток, что понимают лишь немногие. Не ангелы уже собрались. Они стоят строем, ожидая часа. Сейф светится золотистым светом, ключ в твоей руке, тепло, жизнь, пульсация божественной энергии. Когда часы достигают 12:12, то печать сломается и чудо развернется. Но поскольку приближается этот священный момент, я спрашиваю вас, будете ли вы готовы войти в дверь, когда она откроется, будете ли вы держать ключ твердо, держись, или ты позволишь страху ослабить свою хватку? Потому что правда в том, 12:12 не только то, что дают небеса, но и то, как вы реагируете.
Не стоит недооценивать это откровение. 12. 12. Портал представляет двойный завет Божий, завет обеспечения и завет цель. Первое дает вам то, что нужно для жизни, второе дает то, для чего вы родились. Когда оба активизируются, вас невозможно остановить. Вы становитесь живым свидетельством божественный порядок и сверхъестественное изобилие. Поэтому сегодня вечером, когда минуты становятся ближе, поднимите свои веры. Поднимите свое сердце. Произнесите вслух: «Я держу ключ 12 часов 12 минут. Я готов открыть небесный свод. Я принимаю свою двойную порцию». Оставайся до конца, драгоценная душа. Потому что в тот момент часы бьют 12 часов 12 минут, то дверью откроется, и то, что течет через него, переопределит ваши судьбы навсегда. В тот момент, когда бьют часы 12, звук будет разноситься эхом по невидимое царство, глубокая резонансная вибрация, пронизывающая ткань вечности. Это не звук колокола, не раскат грома, а звук божественное завершение, то разрушение печати, то открытие хранилища, эхо небес, объявляющее громкий донат вашей жизнью. В этот момент что-то необратимое начинает двигаться. Каждая цепь, которая держала вас благословение в задержке, каждый барьер, который сопротивлялся вашему урожаю, каждая стена, которая стояла между вами и вашим судьбарухнет под силой этого священного звука. Возлюбленная, представь этот момент всем сердцем. Представь, что входишь в огромный зал, наполненный светом, не просто обычным светом, а сияющим сиянием божественное обеспечение. Стены мерцают золотом, воздух гудит от славы, и куда бы вы ни посмотрели, вас ждут подарки. На каждом из них выгравировано ваше имя. Здоровье, мир, богатство, благосклонность. Восстановление – это не символы, это реальности, которые теперь высвобождены в вашу жизнь. Печать божественного изобилия открывается, ваш ангел выходит вперед, неся свиток вашего наследия, документ, написанный задолго до вашего рождения, и мягко вкладывает его в вашу жизнь. Ты чувствуешь это, не так ли? Воздух, сгущающийся от силы. Изменения в атмосфере. Духовная тяжесть давит на тебя. Потому что 12, небеса движутся, хранилища Бога сокровища распахнутся широко. Свет божественное одобрение затопляет ваш путь, и Дух Божий шепчет: «Сделано». Никаких задержек, никаких колебаний, никакого сопротивления. Это происходит сейчас. Что-то древнее и вечное разворачивается. Вы ждали, молились, плакали, и вот время ожидания подходит к концу. Дверь, которой годами отказывался открываться, разваливается в один миг. Ключ, который медленно поворачивался в замке, наконец щелкает. Звук 12. 12 – это звук завершения встреч, манифестация. Небеса говорят: сейчас. Чувствуете ли вы дрожь в своих дух? Это не эмоция, это выравнивание. Ваша душа откликается на голос Бог, эхо судьбы, зовущее тебя сквозь вечность. Это момент, к которому вели все испытания. Давление-то, что вы чувствовали, то ожидание, которое вы выдержали, то молчание, которое вы пережили. Все это было подготовкой к этому самому мгновению. В 12 часов 12 минут небеса склоняются к твоей жизни и шепчут слова: переполнение. И начинается перелив, не ручеек, не шепот, а бурлящий поток избыта, который затопляет все сухие уголки вашей жизни. Представьте, запертые двери распахиваются, возможности появляются из ниоткуда, исцеление течет по вашему телу, покой наполняет ваш разум, дух начинает переставлять все, что было не на своих местах. Долги растворяются. Страх исчезает. Отношения восстанавливаются. Вы стоите в центре этого святого потока, который уносит остатки нужды и вводит поток божественной силы к обеспечению. В 12 часов 12 минут печать сломана, и ее нельзя запечатать снова.
То, что вырвано на свободу сейчас, не может быть возвращено. Небесный указ произошло, и никакая сила человека или тьмы не может отменить его. Сейф, когда-то закрытый, теперь открыт навечно. Завет активирован. Урожай начинает течь. Ангелы ликуют. Звуки поклонения наполняют невидимое измерение, когда имя твое произносится в небесных чертогах. Настало время. Они провозглашают к ангел назначенные вам шаги вперед, несущие ваше наследие, благословения, накопленные поколениями, обещания, данные вашему роду, давно приготовленные запасы. Со святой точностью Он выпускает их в ваш мир. Комната Вашегодух расширяется, чтобы принять их. Сам воздух вокруг вас кажется живым, вибрирующим от невидимого движения. Теперь вы ходите в том, что когда-то видели пророки, о чем когда-то молились святые, о чем вы когда-то только мечтали. 12. 12 – это уже не просто число, это портал, духовный порог. Вы переходите от ожидания к победе, от надежды на имея, от поиска в виде чуда перешел от обещания к присутствию. И по мере того, как это происходит, ваша жизнь начинает меняться так, что вы сами удивитесь. Вы проснетесь и обнаружите ответы в своей электронной почте, пропитание в своих руках, исцеление в своем теле и благосклонность в самых неожиданных местах. Двери, запечатанные системой мира, теперь открыты благодаря небесный указ. Люди, которые раньше не обращали на вас внимания, потянутся к вам, свет благосклонности окружит вас, как щит. Непереполнение не останавливается на вас. Она распространяется. Она касается вашей семьи. Она проникает в ваших детей, в вашу работу, в ваше предназначение. Каждая сфера вашего существования становится алтарем доказательств, доказательств того, что Бог исполняет свои обещания в свое время. И как секунда 12 проходит, сдвиг продолжается, неостановимый, необратимый, неоспоримый, как божественное до этого прозвучало в твоей жизни, и его эхо не затихнет. Ты почувствуешь его отголоски в грядущие дни, в мгновениях тихой ясности, в дверях, которые открываются без усилий, в покое, который кажется бессмысленным, в изобилии, которое продолжает множиться. Но остановитесь со мной сейчас и подумайте, чувствуете ли вы, что только что произошло? Тюлень, который когда-то держал ваше благословение запертый, разрушился, только сейф открыт, свет небеса вливается в вашу реальность. Завет пророчества 12 часов 12 минут, двойное совершенство, двойная милость, двойное изобилие исполнилось. Это не символ, это духовный закон в действии. И с этим приходит преображение. Ты уже не тот, кем был час назад. Что-то в тебе дух расширилось, что-то в вашем судьба загорелся. Теперь вы живете под открытым небом, навеки отмеченным печать изобилия. Вы несете подпись Божье одобрение. Вы вступили в новый порядок, божественный порядок, где все, что касается вашей жизни, должно процветать. Слушайте внимательно, ангелы, они все еще движутся. Они запечатывают то, что было высвобождено, отмечают ваш дом, вписывают ваше имя в реестр божественных получателей. Пути назад нет, благословение активирован, поток началось. То, что вы получите сегодня вечером, будет следовать за вами в каждом сезоне, умножаясь по мере его развития. Это необратимый импульс небес. Представьте, что вы стоите на краю огромного водопада, звук которого настолько силен, что заглушает все остальные шумы. Это звук вашего урожая несется на тебя. Его невозможно сдержать. Его невозможно перенаправить. Он должен добраться до тебя. Каждый долг судьбы выплачивается сполна. Каждое обещание, когда-либо данное твоему имени, исполняется. И как открывается свод, открывается и ваше понимание. Теперь вы видите, каждое ожидание было необходимо, каждое испытание было священной подготовкой. Видите, как Бог организовал все, даже объезды, чтобы привести вас к этому моменту. Печать ломается не было случайным.
это было своевременное совершенство. Когда свет льется через открытое пространство дверь, то дух снова шепчет: «А теперь иди и строй», потому что то, что вы получаете сегодня вечером, предназначено не для накопления, а для расширения. Теперь вы сосуд изобилия, носитель завет. Через тебя другие найдут вероснова. Через тебя Божие Слово умножится. Вы будете говорить, и двери откроются. Вы будете давать, и пропитание вернется десятикратно. Вы будете молиться, и чудеса явятся. Это природа 12 благословения, оно экспоненциально. Оно растет по мере использования. Оно расцветает в щедрости. Оно умножается в движении. Вы не были предназначены просто получить его, вы должны были стать им. Теперь вы живое убежище, ходячий ключ к изобилию небес на земле. И с этой ночи вы будете замечать знаки. Небольшие подтверждения, которые напомнят вам, о тюлень действительно был нарушен. Числа выравниваются, возможности появляются вновь, неожиданные встречи с благодатью. Не сбрасывайте их со счетов как совпадение, это отпечатки пальцев небес, доказательство того, что ваша судьба разворачивается именно так, как было предопределено. Не дверь судьбы открылся, и никакой человек, никакая система, никакие обстоятельства не смогут его закрыть, а то, что открыл Бог, остается открытым. В дне печати забелияния может быть повторно запечатан только звук 12. 12 будут отражаться в вашей жизни на протяжении поколений. Так что дыши глубже, дитя света. Пусть твое сердце впитайте эту истину, вы стоите в своем чуде. Вы живете в своей отвеченной молитве. Вы идете в своем наследовании. Старый сезон прошел, наступил новый, точка переполнения не придет, оно уже пришло. И поскольку свет небес продолжает сиять, Дух заявляет еще раз: это мое божественное «да». Мой завет остается в силе. Мое изобилие течет. Мой ребенок возрожден. Ни тюлень сломан, сейф открыт в урожай твоя, и ничто, ни тьма, ни промедление, ни сомнение не закроет ее снова. Мое любимое дитя, этот момент настал, небеса открыты, ангелы радуются. И благословение то, чего вы ждали, больше не является обещанием где-то вдалеке, оно здесь, настоящее, осязаемое, живое внутри вас. Ровно в 12 утра печать божественного изобилия сломался, и небесный свод хлынула в вашу жизнь с неудержимой силой. Река богатства, мир и услуга был освобожден, и с этой ночи ваш завтра никогда не будет выглядеть, как твой вчера снова. Что-то священное уже вошло в вашу судьбу. Чувствуете ли вы это, тишину после бури, спокойствие, наступающее после божественного исполнения? Этот мир, окутывающий вас сейчас, не временное чувство, это после свечения и посещения небес. Ваш ангел стоит рядом с тобой в этот самый момент и тихо шепчет в твою душу: «Сделано, все задержки закончились». Все двери, которые сопротивлялись тебе, теперь открыты. Каждая молитва, которую ты когда-либо шептал в ночи, была услышана и запечатлена с божественной уверенностью. Не ангелы заявляют о своей идентичности в небесном царстве. Этот ребенок избран. Этот ребенок – фаворит. Этот ребенок больше никогда не уйдет с пустыми руками. К их провозглашению отдается эхом вечности, отмечая вас как человека, находящегося под божественным влиянием. Завет носитель избыток, судно чудо, живое доказательство Божьей обещания. И как эхо 12 исчезает в рассвете, оставляя после себя аромат мир, тишина, гудящая от полноты. Это не тишина отсутствия, а священная тишина завершения. Небеса произнесли последнее слово о твоей ситуации. Все кончено. От нешторм прошло, ожидающий закчился, урожай началась. С этого момента идите как тот, кто знает. Вы больше не ищущий, вы
преемник, вы больше не гонитесь за чем-то, вы владеете. Вы больше не под бременем, вы подняты в победоочко, Дух Божий теперь он движется сквозь тебя, как мягкий огонь, восстанавливая то, что было разрушено, подтверждая то, что было обещано, и закрепляя то, что было открыто. Запомни эту ночь навсегда. Моя возлюбленная. Сегодня в 12 небеса коснулись земли ради тебя. Это твои подтверждения. Это ваш выпускать. Это ваш момент. Всякий раз, когда сомнение попытается вернуться, вспомните звук сейф открытия. Всякий раз, когда страх шепчет, вспомните свет, который наполнил ваш дух, когда тюлень на мели. Всякий раз, когда вы сомневаетесь в своей ценности, помните, что ангелосами провозгласили вас избранными. Это благословение постоянный. Он не может померкнуть, не может измениться, его невозможно украсть. То, что было выпущено из божественной сокровищницы, несет на себе вечную метку. На нем выгравировано ваше имя и ваша судьба, в него вплетены все эти элементы. Это избыток будет сопровождать вас в каждом сезоне, в вашей работе, в ваших отношениях, в вашем доме, в вашей семье. Куда бы вы ни пошли, свет 12 пойдет с тобой, освещая твой путь и подтверждая твои шаги. А теперь, дитя мое, сделай глубокий вдох и позволь мир Божий ощутите, как тяжесть уходит. Почувствуйте, как нарастает ясность. Вы переступили порог, вы больше не ждете прорыва, вы живете внутри него. Чудо стало вашей атмосферой. Произнесите это вслух сейчас, где бы вы ни находились. Сделано. Запечатано. Оно мое. Пусть эти слова станут вашими сигнатура памяти, фраза, которая эхом отзывается в ваших днях, когда вам нужно вспомнить, кто вы. Вы выбранный, ты благоприятствование, ты благословенный, и вы больше никогда не будете ходить пустыми. Когда вы пронесете это откровение в завтрашний день, пусть благодарность станет вашей песней. Просыпайтесь, зная, что вы вступили в завет. Двойная услуга 1:2. 12 благословений это приносит и пропитание, и мир. Ожидайте видимых знаков в ближайшие дни, неожиданных посланий, открытых дверей, встреч с Богом. Это будут естественные отголоски сегодняшнего сверхъестественного момента. Когда они появятся, улыбнитесь и прошепчите про себя. Это отголосок 12 часов 12 минут. Это мое подтверждение. И теперь, прежде чем мы расстанемся, я хочу, чтобы ты запечатайте эту встречу публично. Так же, как вы действовали с верой прежде, я прошу вас сейчас в комментарии ниже одно слово, которое отмечает ваше заявление. Напишите «подтвержденный». Пусть это слово станет вашим последним актом согласия с небесами. Когда вы пишете его, вы не печатаете на экране, а ставите свою подпись на документе «Ваше божественное наследие». Вы говорите: ангелы, я принимаю это. Я иду в этом. Я меняюсь навсегда. Если это сообщение тронуло ваше сердце, если вы почувствовали движение дух, и если вы глубоко внутри чувствуете, что что-то изменилось, тогда совершите еще один акт веры, подписаться на этот канал и оставайтесь на связи. Потому что это путешествие чуда, вера, и избыток не заканчивается сегодня вечером. Это начало божественной серии, продолжение откровения, которое будет раскрываться день за днем. Следующее послание научит вас, как поддерживать это благословение, как сохранить небесный свод открыть над своей жизнью, как жить постоянно под завет процветания. Не отвлекайся сейчас. Оставайся в этом. Божественный поток. Каждое последующее сообщение – это ключ, это углубит ваше понимание и усилит ваше проявление. Следующая глава вашей судьбы начинается здесь, и вам не нужно идти по этому пути в одиночку. Вместе мы рассмотрим, как защитить свое наследование, умножьте свой рожай, защитите свой мир. Итак, возлюбленные, прежде чем мы закончим, поднимите свои сердца в последний раз и прошепчи мне: «Сделано». Завершено. Запечатано.
Пусть небеса услышат это. Пусть ваш дух почувствует это. Пусть каждая тень исчезнет из твоей жизни, пока эта истина укрепляется в тебе. Ты выбранный. Ты благоприятствование. Ты восстановлен. Ты богатый духом и содержанием. Сейф небеса открыты над тобой, и никакая сила не сможет закрыть их снова. Запомни эту ночь навсегда. Ночь, когда небеса произнесли твое имя. 12:12. Ночь, когда тюлень сломался, дверь открылся, и ваш чудо вступил в видимый мир. Иди с миром, возлюбленный мой. Иди с силой. Иди избыток. И когда вы пойдете, не забудьте комментарий «Подтверждено» и подписаться, чтобы эта божественная связь оставалась неразрывной. Потому что следующее откровение уже формируется в сердце Бог. Ждем встречи с вами в следующем сообщении, где мы научимся нести это чудо не только на одну ночь, но и на всю жизнь. Перейти сейчас мир, завернутый в свет 12:12. Ангелы пойти с тобой. Благословение запечатан. Чудожив. Все сделано. Все кончено. Все навсегда.